ішлі разам з нашымі сябрамі, з дарослымі, з дзецьмі па сваім раёне. Мяне затрымалі 12 жніўня. Я вышел на улицу. В тот день я шел как бы с женой. Меня задержали во дворе моего дома. Я находилась в машине с мужем. Мы шли с подругой вдоль парка Дружбы народов. Было примерно... Я был с женой, жена меня держала за руку постоянно. Ей дубинкой. Подбежали, начали бить дубинками по машине, вырвали нас из машины. Меня схватили, начали ломать. Я уже сам начал на колени становиться, потому что я понимал, что Я кричала, что ён непаўнагадовы, что гэта мой сын, кричала, каб забрали меня так Я само. не помню, как был именно первый удар. Я помню, что именно в бусе было несколько ударов. Убегай отсюда, я говорю, убегай, потому что это кошмар. Чамусьці мы вырашылі, што нас адвязуць далей ад руса і адпусцяць. А мы потом завезли на автобусе к гостинице «Минск», где у них был сортировочный пункт. Нас просто выгрузили как быдло, выкинули. Пачалі біць па нагах, каб я стаў у шырокую расцяжку, падымаць, расставляць руки. Потом завели в какую-то комнату, полностью раздели, сказали приседать. Там место на одного человека, чтобы сидеть. Но там уже находилось 3 человека стоя, меня 4-го впихнули туда. Их было 33, нас 20, то есть нас стало 53 человека в 4-местной камере. На ложку по 6 человек седало, 2-3 человеки закатывались под ложек, 2 человека клались на стол. Одной девушке были порваны связки на ноге, как потом оказалось, во время задержания. Но мы ей не могли даже найти место. Мы просто люди теряли сознание. И всю соседнюю камеру девушек привели к нам в камеру. Я думал, как бы перетерпеть и что сказать, чтобы получить на 1-2 удара меньше. Просто избивают ногами, руками и дубинками, все, что у них было. Фигуровали выразы на кшталт, свежее мясо, дочинение для людей. Заставляли песни петь. Пойте песни. Вы хотите перемен, ублюдки? Вам будут ублюдки перемены. Калі ў тебе пачынаюць руки зацікаць, нямець, просто ўжо самі опускацца, як бы ты не стараўся іх трымаць, то до тебе могуць падляцець і пачаць збіваць моцна. Яе забралі гэты пратэз і з яе сарвалі повязку со свежей раны. У одного было разорвано плечо, у другого была сломана рука, она у него просто болталась. Я видела ребят, видела кровь на стенах и на полу. Когда этот вышел майор, сказал, я вас сейчас расстреливать буду. Вот тогда стало страшно, если честно. Была девушка, которая просто гуляла со своим парнем. Их тоже задержали, потому что сказали, что гулять в это время не положено. Многие были затрыманыя просто рандомна. Нехта шоў краму, нехта чакаў таксі, нехта просто ехаў з дзелавой сустрэчы, іх затрымалі разам з партнёрамі у касцюмах. Ён быў не адзін непаўнагадовы, што быў 14-гадовы хлопец, якога білі таксама. У одной женщины был сын с эпилепсией. Они приехали с мужьями просто узнать, что с их сыновьями. Через некоторое время подъехал автозак и забрал этих женщин вместе с мужьями. Была дзяўчына, якая выйшла у ружовых ласінах і белай маечцы, фактычна такой піжамцы, коцікаў пакарміць каля пад'езда. Была жанчына, у якой 11 дзяцей. Каждую ночь мы слышали, как привозили ребят, как их били, как при этом заставляли петь гимн Беларуси. Была жанчына пасля інсульта, якой патрэбны былі медыкаменты пастаянныя. Былі жанчыны з черепно-мозговымі траўмамі і дзяўчына з вельмі моцна разбітай нагой, якая ўрэшце рэшт страціла прытомнасць. Вы убиваете народ ни за что просто. Было адчуванне, што гораду больш няма, што яго захапілі тэрарысты і жывых не засталося. Но вы поймите, что у вас есть родители и есть дети. Вам жить с этим. Люди, придите в себя и возьмитесь за голову.